Миллиардер Дэвид Уотсон вернулся в свой дом в Остине и замер на пороге. Дом встретил его не привычной тишиной, а гулким эхом детских криков, звонким смехом и запахом сырой земли. Когда-то ухоженный двор, тщательно спроектированный его покойной женой, превратился в странную тренировочную площадку. Там, где прежде зеленели ровные газоны и благоухали цветочные клумбы, теперь возвышались самодельные конструкции, перекладины из старых досок, перевернутые покрышки, связанные в цепочку веревки, деревянная стенка, собранная из обрезков. Все выглядело грубо, но в этом хаосе ощущался порядок, словно каждое препятствие имело свой смысл. Посреди двора, в грязных майках и с лохматыми волосами, носились его 5-летние близнецы Эндрю и Люк. Их шаги были не хаотичными, как раньше, а согласованными. Один помогал другому перелезть через шатающийся барьер, другой подталкивал брата, если тот застревал. Они падали в землю, пачкали ладони, поднимались и снова бежали вперед, с азартом, которого Дэвид давно не видел в их глазах. Эти перемены были не его заслугой. Все устроила новая няня, Сара Коллинз, женщина с прошлым, полным дисциплины и выучки. Ее спокойный взгляд и тихий голос заменили окрики и уговоры, которые раньше лишь рождали истерики. Она превращала любую ссору в миссию, любое задание в игру. Вместо наказаний появились условные награды, глиняные медали, расписанные детскими руками, звания, выдуманные ими вместе, и право выбирать вечернюю историю. Дэвид стоял и наблюдал, как его сыновья, обычно такие упрямые и враждующие, впервые действовали как команда. Они уже не требовали внимания, не спорили, кто главный, а шли рядом, поддерживая друг друга. И когда они подбежали к нему, перепачканные, сияющие, и протянули медаль из подсохшей глины с кривоватой надписью «Команда Уотсон», он почувствовал, как внутри него что-то сдвинулось. Лидер в этом доме оказался не тот, у кого больше власти или денег, а тот, кто не боится упасть и подняться вместе с другими. С тех пор двор стал их штабом, кухня превратилась в место совета, где на скатерти выстраивались игрушечные армии и рисовались планы операций. Вечера наполнились историями, иногда выдуманными детьми, иногда рассказанными Сарой, иногда вспоминаемыми Дэвидом о днях, когда их семья была еще полной. В этих историях мальчики учились верить друг другу, а он сам снова быть частью их мира. Дом, долго погруженный в тишину и чувство вины, ожил. В его коридорах разносился топот маленьких ног. На стенах появлялись кривые рисунки с солдатами и флагами их команды, а на лице самого Дэвида улыбка, к которой он давно отвык. Жизнь, когда-то остановившаяся, снова пошла вперед, шумно, хаотично и радостно. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.